Следующая чакра, по которой мы с вами проходим, атман. Суперценные чакры, разные нужны, чакры разные важны. Но атман особенно, да, потому что основное счастье, наслаждение, покровительство богов – это атман. Да. Стержневые программы мы с вами рассматривали. Самое важное – понимание высшего, реализация предназначения, вера, чувства, идеалы. Да, в чистом виде человек, вот то, что он говорит, в это он верит, это он чувствует, это он делает, нет проблем, он идет вперед, класс. Основные проблемы, да, где возникают там теневые кабинеты и прочее, когда говорит одно, но то, что он говорит, не соответствует тому, что есть на самом деле. И основные типы проблем, да, 3. Да, собственно, в большинстве случаев мы по ним и проходим. Первое – это двуличие. Говорю одно, на самом деле хочу другое. Имею в виду другое, реализую свой интерес. Корыстный или какой-либо другой, там, эгоистичный, всякий другой. Да, поэтому слова расходятся с делами. Второе направление проблем, когда мне, там разные мотивы могут быть, но в целом, не хочется мне делать, я понимаю, что правильно, облом. Да, поэтому, чтобы не делать, или не понимает, или трус, или еще что-нибудь, нужно обесценить что-либо. Когда обесценил, назвал хорошее плохими словами, что ж напрягаться. Может оно важное, но не в это время, не для этих людей, и можно уже ничего и не делать. Да, обесценивание. И третье – это халтура, да, то есть фактически что такое халтура? Душевная подлость, подкладывать свинью другим людям, собственно. Это 3 основных направления, они касаются ключевых положений, за что отвечает атман. Первый блок вопросов – двуличие. Да? В целом это неправильно. Да? Правильно, когда человек честен перед собой, перед Богом, перед людьми. Когда его убеждения, слова, чувства, дела, они – это одно и то же. Да? А проблема, когда хочу одно, говорю другое, делаю третье, имею в виду четвертое, а на самом деле вообще не понимаю, зачем я живу. Это плохо. Тебе определиться, что правильно. Хочу, чтобы убеждения были настоящими, чувства были настоящими, поступки были настоящие. Двуличие – это что? Это фальшивка. Дальше. Один из основных мотивов, да, это корость, эгоизм. Эгоизм – это право злоупотреблять. Да, мне можно, тебе нельзя. Мне нравится, могу забрать. Да, корость – это главное, что? Главная материальная ценность. Если главное материальное, значит, через совесть, через все остальное, через духовные законы можно переступать. Да? То есть человек, вот эти люди добрые, они готовы помогать, нужно их использовать, матросить и бросить. Вот если это позитивная система ценностей, духовная, материальная, они на взаимоусиление. Да, почему? Да, вы с кем-то общаетесь, кому-то помогаете. Вам приятно, это и полезно, и приятно, вы нигде не нарушаете закон. Использование, и дальше всего хорошего, самое ценное чувство. Да? Сделай какую-нибудь мерзость, да? Смысл понятен, да? То есть человек использует доброе отношение к себе для того, чтобы реализовать какие-то свои интересы. Да? Если это чувство в чистом виде, то это отдавать, помогать, наслаждаться да, и красотой, и общением всем остальным. Это не мешает всем взаимовыгодным процессам. Комментарий небольшой. Правильное отношение. Чувство – это дар богов. Да? И ты к ним относишься таким же образом. Твоя задача их не разрушить, а сделать так, чтобы они росли. Да? Любой обман, любая фальшь, агрессия, вся гадость – это то, что разрушает чувства, ведет человека к тому, что быть тебе на луну, а быть тебе одиноким каким-нибудь, недостойному является преступлением. Вы поощряете зло. Поэтому неправильно, когда вы используете, неправильно, когда вас используют. Да? Программа использования доверия и веры. Да, мы же с тобой одной крови, одолжи до завтра. Завтра уже тяжело найти того, кто должен был деньги вернуть. Да, или что-нибудь в этом духе. Когда люди притворяются, что они вот такие, на самом деле у них свои личные, корыстные и прочие подлые интересы. Мой долг – честность, справедливость. Никогда не быть двуличным и никогда не оставаться должником во всех смыслах. Да? Вам что-то сделали, вы не отблагодарили, да, или забрали, то же самое. Чтобы человек всегда был с чистой кармой. Следующий блок проблем – это обесценивание, да, чтобы что-то не делать, не реализовывать свое предназначение, не делать добрые дела, в целом вообще не делать, ныть и так далее. Что нужно? Да, вот то, что значимо, сказать, да, оно ничего не стоит. Или не в это время, или не к этим людям, или найди уважительную причину, почему это, в принципе, хорошо,
можно пренебречь. И тогда человек приходит в обыватели, в хрюшки. Да, дальше там как бы подробности, что обесценивать. Обесценивать духовные законы, обесценивать роль Бога, обесценивать, что ты душа, и тебе нужна энергия. Да? Энергия растет, ты как душа растешь. Энергия падает, ты как душа превращаешься в сухофрукт какой-то. Да? Вот человек, когда не ценит духовную составляющую, он и не идет. И, к счастью, он сдувается, разрушается вера, чувства, все разрушается в душе. Если нет энергии, опять же, человек целенаправленную энергию не набирает, тогда в том числе не хватает телу для жизни. Все высшее, опять же, вера, чувство, идеалы, кидается в топку, чтобы вот этот организм не умер. Если у вас нет цели, формировать избыток энергии, который будет раскрывать в вас что-то новое и прекрасное. Стать нытиком, неудачником, поганым человеком нужно решить две основные задачи. Первая – обесценить важное. Вторая – раздуть из мухи слона, да, преувеличить значение чего-то такого-то второстепенного или еще чего-либо. Да, вот раздуть. Собственно, вся пропаганда, она решает эти задачи, если нужно кого-то уничтожить. Да, или человек хочет уничтожить себя. Большинство решают, но все нытики эту задачу для себя решили. У них нет мотива, ради чего сражаться, у них множество причин, чтобы ныть. Да, потому что должен решать задачу, как избавиться от страданий. Как найти силу, радость, восторг, воодушевление, полет, как стать неуязвимым. Ты вот эту задачу должен решать. Обесценивание души и духовного сжигаю дотла. Да, если человек себя воспринимает как душа и понимает, да, душа, что дает ей счастье, восторг, все остальное, да, духовные ценности, энергия, состояние, он ищет. Да, если ты душа, и да, ты ценишь, что ты душа, ты ищешь что? Покой, выключены негативные программы, и свет, максимум позитива. Ты над этим работаешь. Там, где вы сражаетесь как лев, там ценность есть. Да, когда у вас нет желания сражаться, или, если вот мне дадут 100% гарантию, да, на блюдечке принесут и 10 раз попросят, так уж и быть, я возьму. Да, это тоже как бы не ценность. Ценность, когда ты сражаешься, ты готов падать, подниматься, преодолевать преграды, что-то изменять. Ты готов преодолеть, да, весь путь и получить результат. Тогда для тебя это ценность. Оценивание законов и высшего. Да, если у человека действительно есть вера, есть отношение к Богу, то он чтит закон. Да, он честен и старается все делать классно, наилучшим образом. Да, вот для него вот это аргумент. Да, что говорит закон, что хочет Бог. Да, вот он на меня смотрит, я хочу, чтобы он радовался, гордился. Большинство людей так не думают. Да, ими управляют проблемы. Вот этот человек, который обесценил духовные законы. Да? И если человек живет по духовным законам, он, первое, когда принимает решение, он спокоен, он понимает, когда бешеные проблемы, думать же нельзя, да, все стучит в голову. Ты спокоен, драконов, да, в будку загнал. Ты рационален, разум холоден, сердце пламенное, слушаешь свою душу и слушаешь покровительство богов, да, как реагирует тонкий мир. В идеале, вот что вы хотите чувствовать, да, вот в своей душе, как должен ощущать себя атман? Да, представьте, что он пылает, он счастлив. Почему? По крайней мере, вы знаете, как устроен этот мир. Моя цель – адекватность, да, то есть все, что есть в этом мире, вы понимаете, что самое важное, да, сколько оно, вот его реальная ценность. А реальная ценность определяет в том числе, сколько есть смысл тратить на это времени, вот, сколько нужно думать на эту тему, вот время, да, ваш ресурс. Сколько вкладывать усилий, вот сколько нужно действовать, чтобы понять, нет, дальше уже не стоит, перебор. Да? Какова ценность, да, всего, что есть в этом мире? Вот адекватность, вы понимаете, самая ценная, радость, воодушевление, вот это проблема. Их вес вот такой-то в моей жизни, нужно так-то с ними поступать. Да? Но они не стоят того, чтобы вы разрушались как душа и тратили свое здоровье. Вы обязаны, желая блага себе, даже если нет каких-то, рядом нет источников радости, воодушевления, наслаждения, найдите их. Придумайте, о чем думать, какие стихи читать, что нужно сделать, чтобы в вас ходила энергия, чтобы ваша душа раскрывалась и росла.